Сегодня мы будем вязать с вами коврик. Размер этого коврика 57 на 90 сантиметров. И для его вязания нам понадобится пряжа джутовая двухниточная. 850 метров у меня была бобина, ушло примерно 2/3. Так что ориентируйтесь. И крючок номер 5. Набираем цепочку из воздушных петель. Петель нам нужно 71. Петля подъема, и первый ряд будет выглядеть следующим образом: 3 столбика без накида, воздушная петля, петлю пропускаем, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик и еще 4 столбика. Воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, 4 столбика. Столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, еще 2 столбика. Все, мы закончили. Вязание у нас симметричное. Вязать мы будем в прямом обратном направлении. Первый ряд у нас такой. Ничего не видно, конечно, еще. Довязали, сделали петлю подъема, вязание перевернули, вяжем мы в прямом обратном направлении, туда-обратно, соответственно, в конце каждого ряда, в начале, мы делаем петлю подъема, провязываем столбик без накида. И теперь воздушную петлю в это отверстие провязываем 3 столбика, столбик, 1 столбик. Все мы вяжем в этом ряду с накидом. В отверстие 3 столбика, столбик, 1 столбик, в отверстие 3. Здесь у нас 5 столбиков, в
третий провязываем столбик без накида. И начинаем все заново. Видите, у нас вот получилось вот такой вот полуовал такой получился у нас, цветочек. Три в отверстие, один столбик, 3 в отверстие, один столбик, и снова 3 в отверстие. Раз, два, три. И вяжем таким образом до конца ряда. Видите, уже очень даже симпатично, и видно, что уже какой-то рисунок, какие-то столбики, какие-то петли. Довязали мы последний цветочек. Раз, два, третий, последний у нас столбик без накида. 2 петли подъема, переворачиваем. Сюда же еще провязываем столбик с накидом. Делаем 2 воздушных петли. И провязываем 5 столбиков без накида. У нас тут 1, 2, 3. И вот в 4-й. Раз, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли. И вот в этот вот столбик, который между этими цветочками, мы провязываем столбик с накидом. Две воздушные петли, сюда же еще один столбик, 2 воздушные петли, в 4-й 5 столбиков без накида. Две воздушные петли, столбик с накидом, в ложбиночку, 2 петли воздушные, сюда же еще столбик. Вот таким образом. И повторяем таким образом до конца ряда. Довязали мы ряд 5 столбиков без накида, 2 воздушных, 1, 2, 3, и в 4-й 2 столбика с накидом.
2 петли подъем, переворачиваем и начинаем вязать следующий ряд. В этот же столбик, потом следующий 1 столбик, потом в это отверстие 3 столбика, потом раз, два, в третий столбик, это у нас между цветочками, и дальше в отверстие 3 столбика с накидом, столбик 1 столбик с накидом, в отверстие снова 3, столбик 1, в отверстие 3, раз, два, и здесь столбик без накида. Что у нас получается? Смотрим, это третий ряд нашего основного узора. То есть у нас они будут чередоваться. По сути, уже вот этот вот первый и второй у нас уже составляют наш основной узор, но по краю они будут несколько отличаться. Видите, здесь вот полный цветочек будет, а тот ряд, который мы сейчас только что начали, он начинается с половинки цветочка, и поэтому у нас будет здесь 4 ряда. То есть раз, два, три. И потом еще будет такой же с птичкой, который создает вот эти вот отверстия, еще будет 4 ряд. Сейчас мы вяжем третий ряд из основного узора. Вяжем до конца. Точно так же довязываем ряд. У нас столбик, сюда у нас 3 столбика с накидом, в этот столбик 1, и в последний столбик еще 2. Петля подъема, переворачиваем, три столбика без накида, две воздушных петли, столбик с накидом, 2 воздушных, и сюда же опять столбик с накидом. Ну, то есть ряд у нас получается как был за ряд до этого. То есть мы начали уже повторять. 2 воздушные, раз, два, три, столбики, 5 штук. Две воздушных, столбик с накидом, 2 воздушных, столбик с накидом, 2 воздушных, раз, два, три, 5 столбиков. И повторяем до конца ряда. Довязали мы до конца ряда.
2 воздушных петли, 1, 2, 3 и 3 столбика без накида. Мы полностью связали 4 ряда. 1, 2, 3 и 4. Теперь мы эти ряды будем постоянно повторять до той длины коврика, который нам нужен. Повторюсь, что мы вяжем коврик 60 на 90. Ну, абсолютно идеально он к этим размерам не подойдет, потому что у нас раппорт 10 петель, достаточно широкий. Мы взяли раппорт на 54 сантиметра, но потом еще будем делать обрамление, примерно еще 1,5 сантиметра. С двух сторон ширина 57 она будет. Вяжем мы теперь в высоту 87 сантиметров. Вот. И ширина сейчас у нас 54 сантиметра. Вот, но будет обрамление, и мы максимально подойдем к тому размеру, который нам нужен. Вот мы с вами довязали наш коврик. Теперь заканчиваем мы его вот таким вот рядом. Смотрим. Вот. Поэтому дальше мы будем вязать обрамление. Обрамление у нас будет несложным. Вяжем мы его следующим образом. Начинаем 2 петли подъема. Сюда же еще провязываем 2 столбика в отверстие. Столбик без накида. Здесь у нас 5 столбиков. В третий 5 столбиков с накидом. В первое отверстие столбик без накида. Во второе 5 столбиков с накидом. В третье столбик без накида. И получается у нас вот такие вот цветочки. Здесь у нас потом будет уголочек. Сделаем красиво. И повторяем. Третий столбик 5 столбиков с накидом. В первое отверстие столбик без накида. Во второе отверстие 5 столбиков с накидом. Третье столбик без накида. И смотрим, вот такие вот цветочки у нас получаются. И вяжем так до конца ряда. Мы довязали до конца ряда. Сюда в отверстие у нас столбик без накида. И в последнюю петлю у нас 3 столбика с накидом. Теперь нам нужно закруглиться и идти теперь по боковой. Для этого еще 2 столбика в эту же петлю мы провязываем. И теперь вяжем следующим образом. То есть вот у нас ряд, во второй ряд столбик без накида. Раз, два. Теперь раз, два, в четвертый ряд 5 столбиков
накида. Раз, два, во второй ряд столбик без накида. Раз, два, во второй ряд 5 столбиков с накидом. Раз, два, ну, здесь получается начало третьего. И вот таким образом у нас получается здесь обрамление. Вот здесь у нас получился цветочек такой. Вот здесь мы перевернулись, начали вязать. Получается у нас один раппорт на 4 ряда. То есть так ориентируемся. То есть столбик без накида. И здесь 5 столбиков с накидом. И с накидом это на 4 ряда. То есть в каждом втором цепляем этот, и в каждом втором провязываем цветочек. Мы довязали с вами рядок. Здесь у нас столбик без накида. В последний петлю провязываем 5 столбиков с накидом. Закруглились. Теперь у нас, условно говоря, низ. Наверху у нас 13 цветочков, соответственно, здесь у нас должно быть столько же. Для того, чтобы это количество у нас получилось, мы будем с вами вязать следующим образом. Во вторую петлю столбик без накида, в третью петлю 5 столбиков с накидом. Во вторую столбик, в третью 5 столбиков с накидом. И так мы повторяем до конца этого ряда. Так, мы довязали до конца ряда. Сюда мы еще провязываем 2 столбика с накидом. И дальше мы вяжем точно так же, как на противоположной стороне по рядочкам. Итак, рядок мы довязали. Здесь мы помним о том, что у нас угловой цветочек. И вот сюда, в эти же столбики, мы провязываем 3 столбика с накидом. Соединяем, нитку обрезаем, и наш коврик закончен.